Ребята, всем привет! Сегодня поговорим о ралли рынков в криптовалюте и на фондовом рынке. Что ж, с начала месяца этого года, в январе, мой портфель по криптовалюте улетел вверх, так же как и фондовый. Американский индекс S&P 500 показывает плюс, также показывает плюс NASDAQ, китайский рынок, ну и московская биржа тоже немного показывает плюс. Кстати, позже покажу насколько. Из российских акций в этом месяце в основном я следил за Сбером, потому что большая доля акций Сбера находится у меня в портфеле. Самая большая часть у меня, больше всего акций компании Сбербанка. Вот. И на БКС брокере они уже показывают плюс, а вот на Альфа брокере минус. На БКС брокере показывают плюс, потому что я их покупал еще летом по очень низкой цене, а вот на Альфа я их покупал еще в 19-20 году, и то есть я их покупал на ВТБ, и вот когда была такая ситуация, когда надо было переходить в Альфа брокер, мои акции перекидывали в Альфа брокер, они оказались там, и я их там усреднял только один раз, это когда продал акции Детского мира, и тогда я и усреднил, купил акции Сбербанка. Кстати, вот жду, когда Сбер начнет выплачивать дивиденды, потому что все ходит новость о том, что Сбербанк, скорее всего, будет выплачивать дивиденды за 2022 год. И подумаю о том, чтобы прикупить еще немного акций Сбербанка. Также Polymetal показал очень хороший плюс, даже гораздо больше, чем Сбербанк, и тоже будет выплачивать дивиденды. Тоже об этом есть новость, что они хотят, скорее всего, будут выплачивать дивиденды. Я в этом году пока еще ничего не покупал. И после такого, так сказать, после такой ракеты в этом месяце, скорее всего, будет коррекция. Ну, потому что был очень такой резкий рост. Вот. И, кстати, в конце месяца еще будет заседание ФРС США, а ключевой ставки понижать они будут или повышать. И вот как на это отреагирует рынок, я еще посмотрю. Вот, ну, скорее всего, они повысят эту ключевую ставку, как я так думаю. Вот. Кстати, вот как я еще в предыдущем ролике говорил о целях, то, что я хочу купить один эфириум, но он от меня, так сказать, удаляется, потому что он вырос, он стоит дороже, чем когда я хотел купить. Но небольшая часть эфириума у меня есть. Также я смотрю, он вырос, показывает у меня хороший плюс. Ну и давайте теперь посмотрим на рынок. Итак, вот мы видим, что я вам хотел показать. Индекс S&P 500. Вот с января месяца сейчас смотрим. Вот с 3 января по сегодня. Вырос на 4,5% практически, да, 4,31%. Индекс на NASDAQ, технологические компании, Microsoft, Apple, Google, Amazon на 8, практически на 9%, еще больше, чем S&P 500. Китайский рынок, смотрим, китайский рынок на... Ничего себе, китайский рынок. Так, походу, нет, это я с декабря смотрел, удивился, думаю, ничего себе. Китайский рынок на 5,5%, ну и московская биржа у нас, ну как всегда, российские акции это такое, что он практически стоит на месте. На 2%, можно сказать, на 1,5%. Вот. Так, давайте посмотрим на акции Сбербанка. Акции Сбербанка выросли у нас на 7,5%. Привилегированные акции. Кстати, привилегированные акции тоже сейчас дают хода. На 7%. Тоже неплохо выросли. Так, давайте посмотрим на золотодобывающие компании. Вот Полюс. Также посмотрим Polymetal сейчас. Полюс вырос на 12,5%. Селигдар тоже золотодобывающая компания.
на 5,6%. Ну и полиметалл. Полиметалл прям вообще дал тут ходу на 23%. Обалдеть. Эфириум, кстати, уже 1600 он стоил, он немного упал. Это хорошо, потому что я хочу покупать по низкой цене. Я думаю, может немного случится коррекция. На 35% он тут вырос. Вот, все жду, когда он немного упадет. О, BNB, кстати, смотрите, BNB тоже. Вот, я не смотрел, сейчас хочу посмотреть. На 25%. Вот, не так часто я сейчас смотрю. Вот. Так, просто заходил в портфель, смотрел. На какой плюс у меня портфель просто давал. Все, ни на что другое я просто не смотрел. Вот посмотрел просто, сколько у нас индекс дали плюса. Итак, ребята, показал я вам теперь, насколько у нас выросли рынки в январе этого месяца, какое у нас ралли было. Вот, ждем следующих выпусков. Также заседание ФРС, какая ключевая ставка будет после этого заседания. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Не забываем подписываться на YouTube канал, на Telegram канал. Ссылка в описании под видео будет. Всем желаю бычьего рынка.